Привет всем, это второе у нас видео. Мы немножко хотим пройтись по цифрам, то есть для чего они нужны, значения их, но не слишком глубоко. Юль? Добрый вечер всем еще раз. Так, по значению цифр. Квадрат Пифагора все помнят, в предыдущем видео мы делали формулу, да, расчета, давали стандартную. Так, сейчас я немножко нарисую и тихонько пробегусь. Так, по поводу единиц. Единицы отвечают у нас за характер, за эго человека, соответственно, за целеустремленность. То есть, соответственно, чем больше единиц, тем больше целеустремленность у человека. Еще единица отвечает у нас за эмоциональность, за то, как человек себя проявляет. Двушечка, мы в прошлом видео говорили, у нас отвечает за энергопотенциал, за нашу биоэнергетику. По энерготипам тоже в видео там было небольшое описание, да, то есть трешечка. Трешечка у нас отвечает за интерес, за набор информации, за то, насколько человеку интересно все, что происходит вокруг. Четверка. Четверка у нас очень интересная цифра. Я думаю, может быть, даже мы сегодня ее коснемся немножко пошире. Вот, расскажем. Четверка у нас отвечает за здоровье, за сексуальность и за финансовую стабильность и стремление именно к финансовому благополучию. А также четверочка у нас отвечает за некую рациональность человека, за необходимость для него вот именно рациональной жизни, да, то есть, ну, грубо, это те люди, у кого много четверок, да, которые любят именно определенный порядок в жизни. Пятерка у нас это логическая интуиция или интуитивная логика, все по-разному называют, в принципе, то есть пятерка у нас, наличие пятерок говорит о преобладании женской энергии в человеке, без разницы, мужчина это или женщина. Шестерочка. Шестерочка у нас отвечает за стремление к действиям. Вот, семерка. Семерка у нас все, наверное, знают этот знак, да, то есть там 3 семерки, которые используют казино и разные рекламные такие компании, манипуляторы по поводу, да, то есть игромании, то есть семерка это у нас поддержка высших сил определенная, да, и удача. Это когда нас куда-то направляют и куда-то ведут. Кто-то свыше именно. Так, восьмерочка. Восьмерочка у нас, вот, грубо, она противоположная пятерочке, то есть восьмерка это у нас желание добиваться своей определенной правды, своей точки зрения, и наделена она у нас мужской энергией. Чем больше восьмерок, тем больше мужской энергии именно в человеке. И девяточка это у нас ум, логика, вот. Также девяточка очень сильно отвечает за подключку к энергоинформационному полю. Чем больше девяток, да, то есть от 3 и выше, человек подключен к энергоинформационному полю, да, то есть его уже как бы логика простая, да, то есть его умосообразительность, да, то есть имеют немножко другое качество. Вот. Слушай, Лиль, наверное, мы сегодня расскажем еще про то, что единицы и двойки, да, то есть к астрологии немножко привяжем, да, прям совсем чуть-чуть. Смотрите, то есть, когда мы смотрим человека, мы смотрим еще один момент такой, да, то есть его солнечный знак, кто он по солнцу, да, то есть по гороскопу именно, да, то есть если проще говорить, и кто он у нас по луне. Так, смотрите, то есть характер человека, да, то есть у нас определяется единицей и внешнее его проявление, соответственно, то есть оно подчинено именно нашему солнечному знаку, вот, сама единица. Двойка это наша энергия, внутреннее подсознание, оно подчинено именно нашему лунному знаку. И тут вопрос, когда мы смотрим человека, да, то есть мы смотрим, какой его характер, еще соприкасаясь именно с его знаком. Вы прекрасно знаете, да, то есть есть знаки, которые более мягче проявляют свои эмоции, есть те, которые более агрессивные, более тяжело. К примеру, тот же Козерог, да, то есть он более упрямый, и если у Козерога очень много единиц, это я так немножечко расскажу, да, то его характер будет более давящий, то есть и более серьезный такой, тяжелее восприниматься. Вот. И двойка то же самое, да, то есть она у нас идет по Луне,
Вот. И в зависимости от того, кто человек именно в Луне, от того, такого качества энергии его и будет. Да, то есть и именно вот исходя из этого можно будет вычислить, почему, например, один гипердонор, да, то есть не подходит нам. То есть нам с ним тяжело, хотя человек наделен большим объемом энергии, да, ну, к примеру, я к примеру просто говорю, если человек стрелец, да, то есть просматривает человек, грубо находится у него Луна в воде, к примеру, да, вот, рыба, рак, да, то есть кто у нас там еще? Кто у нас? Димнус. Скорпион. Рыба, рак, скорпион, да. Почему, например, он тяжелее воспринимается человеком, у кого именно солнце? Ой, огонь. Вот этот вот момент, да, тоже мы когда просматриваем матрицу, мы учитываем. По циферкам я вам примерно сказала. Лиль, что еще мы сегодня будем рассказывать? Я бы хотела дать тебе, наверное, пару дат. 4 даты, можно? Давай тогда с матрицей. Давай с матрицами сразу. Давай. Включаешь? Давай тогда твои даты. Вот. Так, первая дата. Это 13 марта 1943 год. 13.03.1900. 943. Говори тогда сразу. Да, говори тогда сразу матрицу. Да. Угу. 2 единицы. Угу. 3 двойки. 3 тройки. 3 четверки. 1 шестерка и 1 девятка. Угу. Следующая дата. 24.11.1946 год. Матрицу. 4 единицы. 3 двойки. 3 четверки. 2 шестерки. 8, девятка. И еще 2 матрицы. Так, дата рождения. Подожди, Лиль, секундочку, а то у меня не влезает немножко. Да? Так, 18 апреля 47 год. 1947 год. 1947 год. Угу. 2 единицы. Угу. 1 двойка. 2 тройки. Угу. 3 четверки. 5, 2 семерки. 8 и девятка. Ой, 2 семерки. 8 и девятка. Не туда немножко записала. И последняя дата это 14 апреля 1950. Угу. 2 единицы. 3 двойки. 4, 4. 5, шестерка и 1 девятка. 5, шестерка и 1 девятка. Ну, я примерно представляю, о ком ты вообще речь ведешь. Вот. Ты тогда уже сразу Трампа тоже посмотри, матрицу. Я скажу. Да, я скажу почему. Вот, смотрите, то есть мы сейчас смотрели как раз значение цифры, за что у нас отвечают именно четверки. Смотрите, то есть она выбрала именно людей, да, то есть большим количеством четверок. Но смотрите, то есть 1, 2, 3 из них биоэнергеты, то есть биоэнергеты кто у нас, да, то есть это люди очень чувствительные, да, то есть они чувствуют других как самих себя. Вот, то есть вот это вот ощущение, да, то есть у них они как бы ловят эти эмоции. Вот, и один у нас явный вампирчик, причем так как 3 четверки, то это у нас гипервампир. Вот, ну и примерно по датам даже я примерно представляю, кто это такие. То есть смотрите, сейчас все по порядку. Четверки отвечают у нас за деньги, за финансы, за секс и за здоровье. Так вот, эти люди именно помешаны либо на финансах, либо на сексе, либо на физическом своем развитии. И судя по тому, как Лиля улыбается, а я ее вижу, кстати, да, то есть, она явно дала нам даты маньяков конкретных. Ну-ка скажи, кто это у нас?
Так, это на самом деле маньяки. Это у нас Суклетин, он был каннибалом. Тед Банди, маньяк-насильник. Герберт Малин, убийца и шизофреник. Мгм. И последний это Джозеф Пол Франклин, серийный потрошитель. Дело в том, что вот у этих людей есть определенная патология. Кстати, Лиль, мы знаешь, про что не сказали, где у нас норма в цифрах? Сейчас мы к этому вернемся. Дело в том, что у них слишком большое количество вот этих вот четверок. И что происходит? Без разницы, сколько у людей энергии, вот эти цифры, они всегда будут на внутреннем уровне, да, то есть как определенный зов испытываться. Вот, на внутренних ощущениях это внутренний дискомфорт. И чтобы его утолить, они должны получить именно энергию, связанную с этой цифрой. Вот, и смотрите, то есть вне зависимости, тут 3 двойки, по идее этого хватает. По идее этого хватает для того, чтобы прокормить эти четверки. Но почувствовав однажды, да, то есть какое-то сексуальное насилие или что-то, да, то есть они стремятся к этому повторить это еще раз. То есть вот в чем еще один смысл вот этих всех цифр, когда они превалируют, да, то есть когда их очень много именно в матрице, каких-либо цифр, которые выбиваются из нормы, они тянут человека на испытание этих цифр, на реализацию этих цифр. Так, давай я сейчас... ты... Я нашла Трампа. Давай мы его еще возьмем. Да. Разберем. Вот смотрите, Так, то есть... 14.0. Подождите секундочку. Вот смотрите, то есть мы сейчас возьмем еще Трампа, просто я его матрицу тоже хорошо знаю. Мы, кстати, всех президентов, да, то есть бывших, прошлых, настоящих, мы всех просматривали. Может быть, как-то видео снимем ради интереса. Вот, давай, Трамп. 14.07.1946. 14.07.1946. 46. Так, матрица. 5 единиц. Двойка, тройка, 3 четверки, 2 шестерки и 2 девятки. Смотрите, в чем дело. Вот смотрите, то есть человек нашел возможность реализовать свои четверки в финансовом плане. Мы, конечно, не знаем, в какой он, ну, мы, наверное, догадываемся, какой он в сексуальном темпераменте, да, то есть, скорее всего, тоже достаточно агрессивен и достаточно, ну, ярок. Вот, но на самом деле, то есть, когда человек вот эти четверки может реализовать где-то еще в другом мире, да, то есть, ну, грубо распаковать их немножко на финансы, вот, его сексуальная активность, такая вот гиперактивность, ненормальная, она, в принципе, гасится. Еще, смотрите, один такой момент. Слушай, подожди, у него 5 единиц, двойка, 3 четверки, тройка, 2 шестерки и 2 девятки, да? Да. Вот. Смотрите, что делают вот эти вот люди. Смотрите, биоэнергетс с 3 четверками. Что у него происходит? Он хочет испытать этих ощущений. Однажды поймав, он их хочет. То есть этот человек тоже, да, то есть... Но вот этот человек, что он делает? Он вот этими четверками вампирит. Он тянет на себя, то есть у него еще и 5 единиц в придачу, да, то есть он эмоционально вытягивает с людей деньги, то есть у него вот эта вот возможность открыта. Вот здесь вот тоже как бы, да, в матрице, где одна двойка, то есть человек вампирит это. То есть по сути, то есть человек еще может, если он, в принципе, не открыл себе такую способность там плохую, да, то есть резать и причинять боль, да, он может что делать? Он может находиться с другим человеком рядом и вытаскивать у него энергетическое здоровье, физическое. То есть, ну, тут понятно, тут тоже биоэнергет, то есть он просто хочет этого испытать. Так, давайте к нормам вернемся. Норма цифр. Так, где у меня квадратик? Вот. Для единиц норма. Смотрите, если это девушка, то количество единиц, да, в норме это 2-3. Вот, 4, в принципе, тоже нормально. Для мужчины уже 3-4, для того, чтобы он был именно сильным человеком. 3-4. 5 единиц – это уже переборчик, потому что здесь эмоциональность начинает просто сбивать логику, и человек только эмоционально будет относиться к другим людям, да, то есть и даже может истерить. Двоек норма 2, 3. В принципе, 4 тоже хорошо, если есть куда их потратить по другим цифрам. Если их некуда потратить, будет большой-большой перебор. Человеку будет тяжело таскать эти двойки.
Вот, тройки. Тройки достаточно одна-две. То есть при большом, кстати, вот люди с тройками, да, то есть это тоже мы разбираем, это достаточно, у некоторых есть такая серьезная проблема у людей, у кого большое количество троек, они испытывают очень дикий дискомфорт внутренний. Об этом мы сегодня разговаривать не будем. То есть четверки. Четверки достаточно одной, пятерочку достаточно одной, без разницы мужчина-женщина. Шестерки достаточно одной человеку. Семерки в норме, да, то есть одна-две. Три семерки это уже плоховато. То есть, с одной стороны, да, человек наделен определенными данными, да, то есть определенными способностями, вот. Но когда три семерки, человека может просто далеко унести. Так, восьмерки достаточно одной, девятки 2, 3. Ну, одной в принципе достаточно, но это только для того, чтобы, да, то есть, ну, грубо синхронизировать информацию, да, то есть понимать информацию достаточно элементарную. Как только 2, 3, да, то есть человек уже более такой, ну, грубо, я не могу так назвать, более умный, но более именно разумностью обладает, большей. Вот, по нормам я сказала. Почему еще? Лиль. Мы можем, конечно, затронуть, если слишком много, например, девяток. Что происходит здесь? Вот смотрите, то есть при очень большом количестве девяток, то есть большое количество, то есть смотрите, я просто быстренько тоже тогда скажу. Три девятки, человек уже подключен к энергоинформационному полю, и он является экстрасенсом. Вот. 4 девятки. То есть, но он может держать баланс, этот человек. А вот 4 девятки настолько глубоко подключены к энергоинформационному полю, да, то есть, что они могут терять связь именно с реальностью. Вот, то есть для них, смотрите, то есть для них наш социальный мир, так как он, в принципе, да, то есть построен людьми, да, то есть нам говорится то, что хотят люди, да, то есть, а эти люди, у кого 4 девятки, они знают истину, они знают правду, и им очень сложно жить именно вот в этом вот нормальном мире, который сейчас, ну, как бы, да, то есть у нас существует, потому что они с ним не согласны, они знают устройство мира гораздо правильнее, и тем, которым они и есть, да, то есть воспитывать вот детей с 4 девятками становится иногда очень сложно. Дело в том, что они даже слушать иногда могут не слушать человека, да, то есть своих родителей. Кстати, таких деток очень много родилось в 1999 году, я думаю, что вы понимаете, почему, да. Вот. Их сложновато воспитывать, потому что у них есть своя точка зрения, она достаточно глубокая, и можно сказать, что она очень правильная. Кстати, вот эти вот люди очень много видят вот этих вот вещей, да, то есть они видят этот параллельный мир очень хорошо, да, то есть это вот подселение, да, вот, сущности и все остальное. Кстати, двойки, 4 двойки тоже этим обладают, то есть у них энергодопуск достаточно тоже такой широкий. Кстати, вот что я не сказала, да, то есть 4 двойки, это у нас, да, то есть это у нас уже, ну, как их называют, природными магами. Вот. То есть люди, имеющие определенный допуск. Ну и все, наверное, мы на этом видео заканчиваем, потому что и так уже длинновато получилось. И дело в том, что мы сейчас гоним очень быстро это. Я думаю, что мы отснимем как-нибудь все это более детально, и более спокойно и нормально. Вот. Сидели ночью, делать было нечего, да? Да, все как обычно. Так, ну Вот. хорошо тогда, то есть я думаю, действительно мы достаточно много дали сейчас, но еще будут видео небольшие, интересные. Это все еще будет. И плюс будут у нас обучающие уроки более глубокие. Но это уже в недалеком будущем. Все. А это все. Всем до Счастливо. свидания.